Всем большой привет! В сегодняшнем своем ролике я представляю изготовление подпорок, мобильных подпорок для кустов. Прежде всего это смородина, крыжовник, малина. Наверное, часто сталкивались с тем, что под тяжестью урожая хорошие ягоды, они опускаются почти на землю. Когда идет дождь, они заболевают, плесневеют. Опять же, микроорганизмы, животные, жучки это могут все повредить. Итак, я для себя решил изготовить несколько мобильных таких опор. Для этого мне понадобится. Я смотрел в интернете, сразу скажу. Очень много вариантов с полипропиленовыми трубами. Хороший вариант. Там надо сварить трубы, это все сваривается. Но цена труб, извините, натолкнула меня на использование арматуры. Мне понадобятся вот такие арматурины. С одной стороны я зачистил, но сделал такой более-менее прямой рез. С другой стороны попробовал немножко заострить на точиле, но думаю смысла нету. Точильный камень, конечно, уходит моментально. Делать это болгаркой еще то занятие. И также мне понадобится вот такая вот труба. Это 3/4 дюйма, то есть внутреннее сечение у нее 21,5 миллиметра. И понадобится мне вот такая вот ПНД труба. Тоже когда-то много ее купил, но я ее использую как дуги. Использовал как дуги для парника. Она легко гнется. Вот такая вот труба. Ее внешний диаметр порядка 20 миллиметров, чуть меньше. Таким образом труба спокойно заходит одна в другую. Из этой трубы я уже сделал заготовки. Я напилил вот такие вот колечки. Пилил я обычной болгаркой. Конечно, если бы я сейчас достал станок и попилил, они были бы, конечно, немножко ровнее, но я думаю, это не повлияет на ход процесса. Понятно, что когда пилишь болгаркой, то уводит полотно либо вправо, либо влево, диск уводит. Вот. И таким образом на трубу это кольцо спокойно можно одеть. Что мне надо следующее сделать? Мне надо будет вот на эту арматурину приварить вот эти вот трубочки. Собственно говоря, чем я сейчас и займусь, и потом встретимся уже после сварки. Варить я буду полуавтоматом. Как показывать, саму сварку показывать, я думаю, смысла не будет. Смысла нет никакого. Я в тиски зажму само кольцо, массу на тиски и дальше ставлю арматурку, стараюсь ее ставить по центру, сначала точками и потом обвариваю. Как сделаю, опять включусь. Приварил я кольца к арматуре. Сварщик, конечно, 80 уровня, но думаю, что держаться будет. Немножко увлекся, сделал 17 штук, нашел еще там обрезочков. Если не сказал, то длина прута у меня 85 миллиметров. Толщина 12 миллиметров арматуры, но вот есть и из десятки. Тоже нашел кусочек. Надеюсь, будет держать. И теперь, чтобы это все, во-первых, смотрелось хорошо и не очень ржавело в земле, это надо покрасить. Буду использовать краску. Вот такая самая первая дешевая, что было в магазине. 3 в 1. Как заявляет производитель, она антикоррозийная, атмосферостойкая и быстро сохнущая. То есть то, что мне надо. Темный мох она называется. Колер сам. Сейчас быстренько покрашу их. Я думаю, что в этом-то ничего сложного нету. Краска ложится достаточно хорошо. Внутри тоже прокрашу. Хуже от этого не будет точно. Коррозия может быть и внутри, и снаружи.
Конечно, красить арматуру — это еще то удовольствие, рифленое. Ну ничего, надеюсь, я справлюсь. А мы с вами встретимся уже после окончания покраски. Покрасил я все свои подпорки, они высохли. Прошли все сутки, краска держится хорошо, мажется. И теперь я продемонстрирую вам, как я их буду использовать, как говорится, на местности у себя в саду. Ну вот, допустим, находится куст. Это смородина. Здесь не обращайте внимания, это у меня скоро будет выкапываться. Это отводок, сам куст. Ну, собственно говоря, можно использовать 3 подпорки, можно 4. Я сейчас попробую на 3. То есть я должен вставить вот свою подпорку таким образом, чтобы отверстия были не вовнутрь куста. Вот, как видите, установил я 3 подпорки. И теперь я их установил пока произвольно. И сейчас мне надо выровнять их по высоте. То есть я беру небольшой молоток, например, вот такой вот. И загоняю. Вот есть у меня, надеюсь, видно, 3 подпорочки. И теперь я должен взять трубу. Есть у меня вот такая вот труба, но у меня обрезки. Вот и будет бухта. И продеваю. Вот таким образом я проделал. У меня здесь получилось чуть больше круга. Ну, возможно, здесь просится 4-я подпорка. Возможно, одну из них надо было поставить чуть правее, но это уже не важно. Теперь я смотрю, как мне будет достаточно по окружности, отрезаю лишнюю трубу. После того, как я отрезал необходимый мне кусочек, я беру небольшой кусок арматуры, ну, сантиметров 10-15 может, который я вставлю в одну трубу и сверху один во вторую. Вставил, таким образом подпорка держится. Она вполне выдержит всю нагрузку от урожая. Большой плюс этой подпорки, что она в любой момент может быть разобрана, произведена обрезка кустов, ну, все что угодно. Вот такой самый простой для меня способ сделать так, чтобы ветки с урожаем не касались земли. Продолжайте смотреть мои ролики, а я буду делать подпорки для своих кустов. Всем пока, пока-пока.